Кораблекрушение английского нефтерудовоза МВ Дербишвейр. Судно МВ Дербишвейр – английский нефтерудовоз, построенный в 1976 году на верфи Свон-Хантер, как последний в серии из 6 кораблей класса Бридж. Портом приписки был Ливерпуль, владельцем судна была BB Line. Судно Дербишвейр затонул 9 сентября 1980 года во время тайфуна на юге Японии. Все 42 члена экипажа и 2 женщины погибли в результате катастрофы. Имея 91 655 регистровых тонн, судно Дербишвейр является крупнейшим британским судном, когда-либо потерянным в море. Судно Дербишвейр был спущен на воду в сентябре 1975 года и вступил в строй в июне 1976 года как последний нефтерудовоз класса Бридж, первоначально названный Ливерпул Бридж. Ливерпул Бридж и Инглиш Бридж, позже Вусташи и Коулун Бридж соответственно, были построены для BB Line. Корабль строился в течение 2 лет из его 4-летнего срока службы. В 1978 году судно Ливерпул Бридж был переименован в Дербишвейр, 4-е судно, носившее название во флоте компании. 11 июля 1980 года, во время последнего рейса судна, Дербишвейр покинул Сет-Иль, Квебек, Канада, пунктом назначения был Кавасаки, Япония. Корабль перевозил груз из 157,446 тысячных тонн железной руды. 9 сентября 1980 года судно Дербишвейр попал в тайфун Орхидея примерно в 230 милях от Окинавы, в результате чего корабль настолько быстро затонул, что никому из находившихся на борту не удалось спастись. Из-за быстроты затопления судно Дербишвейр не успел подать сигнал бедствия. Судно следовало совету о маршруте погоды от Океанваус, коммерческой компании по маршрутизации погоды. Несколько лет предполагалось, что такое катастрофическое и мгновенное затопление было вызвано встречей с волной-убийцей. Поиски судна Дербишвейр начались 15 сентября 1980 года и были прекращены через 6 дней, когда не было обнаружено никаких следов судна, и оно было объявлено погибшим. Через 6 недель одна из спасательных шлюпок судна Дербишвейр была замечена японским танкером. После того, как в 1986 году у берегов Ирландии затонул однотипный Дербишвейр сухогруз Коулун Бридж, буквально развалившийся из-за растрескивания палубы, обнаруженного после пересечения Атлантики, расследование гибели судна Дербишвейр было возобновлено по требованию родственников моряков. При финансовой поддержке Союза моряков в 1994 году начались поиски. В июне 1994 года обломки судна Дербишвейр были обнаружены на глубине 4 километров и разбросанными по дну на 1,5 километра. Дополнительная экспедиция в течение 40 дней фотографировала и осматривала обломки с помощью глубоководных аппаратов в поисках причины гибели судна. В конечном итоге было установлено, что во время шторма на судно Дербишвейр обрушивались волны на переднюю часть корабля, сорвали крышки небольших вентиляционных труб рядом с носом. В течение следующих 2 дней морская вода проникала через открытые трубы в переднюю часть корабля, в результате чего нос медленно зарывался все ниже и ниже в воду. В конце концов, нос был полностью подвержен действию сильных волн, что привело к тому, что массивный люк первого грузового отсека прогнулся внутрь, позволив сотням тонн воды проникнуть туда за считанные секунды.
Когда судно Derbyshire начал тонуть, второй, затем третий люки также были сорваны, утащив корабль под воду. Когда судно затонуло, под давлением воды судно изогнулось и было разорвано на части. При помощи глубоководного модуля Magellan 725 на остове судна была закреплена бронзовая табличка с выгравированными именами моряков, их жен и надписью: «В наших мыслях, в наших сердцах вы останетесь навсегда. И на закате, и на рассвете мы будем помнить всю большую семью Derbyshire». «21 сентября 1980 года судно BB Line Cambridgeshire провело панихиду по судну Derbyshire в районе, где судно было потеряно. 20-я годовщина гибели судна была отмечена поминальной службой в Ливерпуле, Англия, в которой принял участие вице-премьер Джон Прескотт, сам бывший моряк торгового флота. В 2010 году поминальная служба была проведена в порт приписки судна «Ливерпуль» в 30-летие потери судна Derbyshire. Постоянный мемориал был освящен 15 сентября 2018 года в саду церкви Девы Марии и Святого Николая в Ливерпуле. Расследование пришло к выводу, что маловероятно, что корабль был потерян по какой-либо другой причине. В результате их выводов был сделан ряд важных рекомендаций по повышению безопасности судна, которые постепенно выполняются.